Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня мы поговорим о том, как же судьба предупреждает нас о переменах в нашей жизни и что это за подсказки ангела. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы знать и понимать, как быстро у вас могут произойти изменения. Вы знаете, иногда каждому из нас кажется, что жизнь всеми силами и всеми подсказками пытается предупредить нас о какой-то надвигающейся беде или наоборот, о каком-то скором счастье или какой-то большой удаче. И считается, что вот именно такие подсказки оставляет нам наш ангел-хранитель. Как же распознать эти ангельские сигналы и что же они обозначают, друзья? Далее в этом видео. Вы знаете, когда вы готовитесь к какой-то важной встрече или ответственному делу, мы можем сталкиваться с различными неприятностями. Например, если перед какой-то важной встречей, идя по дороге, человек просто запинается на ровном месте. Или, другой вариант, его окатила из лужи машина. Вы знаете, в этот момент каждому из нас стоит задуматься, а что же такое произошло или какую подсказку нам несет именно это событие. Знаете, что именно такими способами, одним из таких способов, если правильнее, наш ангел-хранитель пытается предупредить нас, что дело стоит отложить. Если перед важной поездкой из рук падают ключи от дома или машины, это тоже расценивайте как знак ангела-хранителя, который пытается вас уберечь всеми силами от беды и неприятностей. А если у вас поездку отложить не получается, помогут особые старые ритуалы. Постучите ключом о дверь или машину и попросите у ангела-хранителя помощи. В этот момент просто остановитесь и просто попросите помощи. Своими словами закройте глаза или вот представьте себе, что вы общаетесь с человеком. Но ангел-хранитель, как мы знаем, он нематериальный, и мы его не можем видеть. Он нам помогает и защищает наше, как минимум, физическое тело. Поэтому обязательно всегда обращайтесь к нему. Также при работе с документами у вас может внезапно перестать писать ручка. Наверное, бывали такие случаи, или печать не будет ставиться даже с 5-го раза, а принтер, особенно кто работает с распечатками, знает, начинает принтер жевать бумагу. И вы знаете, это тоже неспроста. Внимательно перечитайте документ и подумайте о том, стоит ли его подписывать. Это касается особенно тех людей, кто именно занимает какие-то высокопоставленные должности или несет определенную ответственность за то или иное дело. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Ну, а если на улице следом за вами увязалось какое-то бродячее животное, то в скором времени в вашей жизни появится очень важный человек. Поэтому следует вам быть внимательными при заведении новых знакомств. Ну, а если в ваше окно часто бьется птичка, это значит, что кто-то из близких людей может быть в беде. О хороших новостях, друзья, вам может помочь и вас предупредить паук. Если он опускается по паутине на ваших глазах в первой половине дня, то в вашей жизни случится что-то достаточно очень хорошее. Однако убивать паука – это достаточно плохая примета. К тому же восьмилапого соседа можно назвать еще и защитником дома. Хочу сказать еще один такую народную примету, которая лично в нашей семье достаточно сильно работает. Когда мы видим паука на потолке, который внезапно ни с того ни с сего появился, мы знаем о том, что к нам в скором времени придут самые дорогие и какие-то любимые гости. Интересно, а у вас народные приметы вы используете в своей жизни? Друзья, обязательно в комментариях напишите.
Ну а если встреча с незнакомцем никак не выходит из вашей головы, возможно, этот человек запомнился вам не просто так. Он мог вам сказать что-то важное или даже предупредить о беде. Поэтому в таком случае лучше постараться вспомнить слова незнакомца, а еще лучше встретиться с ним и поговорить. Бывают такие ситуации, друзья, что вы даже стоите на остановке или стоите, находитесь в общественном транспорте, и с вами начинают вести беседу. При этом в этот момент у вас есть какие-то проблемы, есть какие-то свои тяжелые мысли, и вы даже мир, который вокруг вас живет своей жизнью, вы даже не замечаете. Но с вами начинает разговаривать какая-то женщина, бабушка или даже ребенок. И вот здесь вы как бы просыпаетесь. Вот и подумайте о том, что в этот момент ваш ангел-хранитель хотел вам сказать именно в данный момент. Какую подсказку или совет хотел вам дать именно здесь и сейчас. Также обязательно обращайте внимание на свои сны. Обычные сновидения с участием родственников считаются также предупреждением ангела-хранителя. Но если же сон долгое время не выходит у вас из головы, то постарайтесь вспомнить его по кусочкам и проанализировать в поисках того же знака судьбы. Вы знаете, ангел-хранитель также предупреждает нас всевозможными способами, в том числе и через числа. Например, вам может долгое время вы можете видеть на своих часах, когда вы смотрите, допустим, 11:11, да, или 22:22, или 0 часов 0 минут. Знаете, это не просто знаки. Во-первых, не зря вы обратили свое внимание на часы, свой взгляд на это время. И таким образом, друзья, ангелы-хранители хотят вам достучаться и дать определенную информацию. Что это за информация, друзья? Мы сделаем отдельное видео и поговорим именно о числах, которые несут определенную информацию для вас как подсказки. Друзья, верить в знаки ангела-хранителя и верить или нет, конечно же, это личный выбор каждого человека. Но никогда не будет лишним прислушиваться к подобным закономерностям и своей интуиции, чтобы не упустить шанс. К сожалению, мы иногда очень заняты своей работой, своими проблемами, какими-то задачами и не замечаем те подсказки, которые дает нам судьба, дает нам жизнь, потому что нас всегда оберегают, нам всегда помогают. И наша задача открыть глаза и увидеть эти подсказки. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы услышимся в следующем видео.